Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан убеждает Сабиху, что Баран не причинил вреда Гульше, говоря, что Баран – это тот, кто не может никого убить, хотя он вырос без матери. Сабиха в слезах опускает пистолет. Беран поворачивается к плачущему Дилану и обнимает его, спрашивая, в порядке ли он. Когда Беран хочет забрать Дилана оттуда, Дилан приходит к Сабихе, говорит, что мы не можем ее так оставить, ласкает ее спину и держит за руку, говоря «пойдем». Хевен наблюдает за ними издалека. Ферат останавливает Гуля и пытается поговорить с ней, но Гуль не хочет с ним разговаривать. Когда Ферат говорит, что ты не выйдешь замуж за этого человека, Гуль говорит «не вмешивайся». Дирья приглашает ее прийти на свадьбу отца, но когда отец говорит, что не может прийти, потому что занят, Дирья очень расстраивается. Когда госпожа Азади видит, что Дирья плачет, она спрашивает. Когда Дирья объясняет, что ее отец не сможет присутствовать на свадьбе, потому что он очень болен, госпожа Азади говорит, давайте отложим ее, если хотите. Дирья отвечает, нет необходимости, мой отец примет нас с Фератом в Швейцарии позже. Когда я спрашиваю Ферата и Гуля, вы сказали «да» этому мужчине, потому что я выхожу замуж, он отвечает, извините, господин Ферат, мир не вращается вокруг вас. Дилан и Баран приводят Сабиху к нему домой. Но у Сабихи Ханем в коленях нет сил идти. Когда Хевен видит его, она сразу же бежит к нему. Баран собирается уйти, потому что думает, что этого достаточно. Хавен тоже пришел, когда слышит изнутри крики Сабихи Ханем. Пока Гуль и госпожа Кадер обнимают друг друга, приходит Дирья и ругает их обоих. В то время как госпожа Кадер собирается рассердиться на Дирью, Гуль останавливает ее и закрывает вопрос, говоря «я жду ваших приказов». Пока Сабиха Ханем держит свадебное платье Гульша и ведет ее к могиле в саду, Дилан и Баран следуют за ней. Госпожа Сабиха бросает свое свадебное платье на могилу и руками рассыпает на нее землю, плача и ворча. Тем временем Беран держит за руку Дилана, которому плохо. Пока Баран тянет Дилана за руку, чтобы сказать «пойдем», звонит Сабиха. Дилан отпускает руку Барана и приближается к Сабихе Ханем, держа ее за руки и плача, извиняясь перед Диланом за то, что она сделала. Беран говорит «пойдем», Дилан держит его за руку и они уходят. Цеврии надоело сидеть без дела, и когда она пытается поправить диванные подушки, приходит Джевдит и просит ее не делать этого. И Цеврии говорит «мы просили у Бога одного, вот у нас будет 2 щенка». В дверь постучали, и Харун принес Цеврии сладкий пирог. Пока Беран и Дилан едут по дороге, Дилан вспоминает то, что он пережил, и его сердце сжимается. Когда Беран понимает это, он паникует, отъезжает от машины и пытается успокоить Дилана. Дилан плачет и объясняет, «Ты так на меня разозлился, не так ли? Я собирался сообщить тебе, поэтому у меня разрядился аккумулятор». Когда Беран говорит «я не злюсь, это мое чувство защиты», Дилан расслабляется. Пока Севрия ест торт, Ханифе притворяется, что задыхается, а Севрия идет за водой, чтобы узнать пол младенцев. Они положили нож и ножницы туда, где она сидела, а Цеврия села на ножницы, поэтому они думают, что у нее будет дочь. Дилан и Беран где-то сидят и разговаривают. Беран спрашивает, что если с тобой что-то случится. Дилан говорит, что я должен был рассказать тебе все в первую очередь, я поддался своим страхам, мне очень жаль. Баран держится за лицо и руки, говоря, что ни за что извиняться, прости, что не смог тебя понять, что причинил тебе боль, что не был с тобой. Дилан говорит, что мне жаль, что я сказал, что не люблю тебя, мне жаль, что я воспользовался твоей милостью, за все, что я сделал и сказал. Беран также извиняется перед Диланом. И он говорит, я просыпаюсь каждый день, чтобы увидеть твой голос и лицо. Они просят друг у друга прощения за все. Дилан приходит домой, и Гуль пытается выяснить, что произошло. Когда Дилан говорит, что случилось что-то плохое, Гуль ведет его на кухню, чтобы мы могли поговорить.
Потом, когда Гуль спросил, что он сделал, чтобы ты стал таким, Дилан хотел меня убить. Если бы Берон не пришел. Гуль очень злится после того, что слышит, и говорит, что Сабиха не заслуживает пощады. Затем Гуль спрашивает, разве ты не рассказал мистеру Берану, что произошло? Он говорит, я не хочу, чтобы Дилан знал, если он узнает, он не оставит камня на камне. Снова враждебность. Когда Гуль спрашивает, сойдет ли ему с рук то, что он делал с тобой в течение 3 месяцев, Дилан заканчивает тему, говоря, что Сабиха больше не представляет для нас угрозы, ей не нужно знать. Баран говорит Керему, что после того, как Сабиха переварит инцидент с его дочерью, я с ней кое-что сделаю, она пыталась лишить Дилана жизни. Когда Берон говорит Керему, что Дилан не нашел эту информацию так быстро в жизни благодаря тебе, Керем говорит, я всегда буду рядом с тобой. Когда Берон просит его простить, Керем тут же отвечает, вы моя семья, что бы я ни делал, я делал это от всего сердца. Керем шутит, что мне пора идти на работу, мой начальник рассердится, и когда он уходит, Баран обнимает его и еще раз благодарит. Господин Кудрет видит их издалека. Приходит человек Джавахир Бея и показывает фотографию Дилана и Сабихи, держащихся за руки. Ферат приходит к дяде и спрашивает, будет ли он на свадьбе. Тот говорит, ты мой племянник, конечно, я буду с тобой. Не беспокойся о Баране, посмотри и увидишь, он тоже придет. Дилан говорит, что Сабиха рухнула, как замок из песка, а Баран говорит, что это из-за его ошибок. Дилан и Баран говорят о Сабихе, но Баран считает Сабиху эгоистичной. Пока они разговаривали, Дилан выпаливает, что сделал много вещей, о которых сожалеет, и Берон спрашивает, нужно ли мне что-нибудь знать о Сабихе, но Дилан отвергает это как пустяки. Баран спрашивает Дилана о кольце и книге, которую он спрятал, куда ты их выбросил, но тот говорит, молчи сколько хочешь, и я найду причину. Дилан говорит, что я устал, давай поспим, и ложится спать. Сабиха расстраивается из-за детской фотографии Гульша в руке и продолжает плакать, обвиняя себя, говоря, как я поняла. Дилан и Берон ложатся спиной друг к другу. Дилан спрашивает, ты спал? Мы завтра придем на свадьбу. Баран говорит нет, Дилан говорит о том, стоит ли нам составить еще один план, затем спрашивает Ферата, не было бы стыдно оставить его в покое, но Баран говорит, что пора спать, и заканчивает тему. Дилан просыпается, наводит порядок в комнате, ставит собранные ею цветы в вазу и ставит их в комнате. Берон просыпается и наблюдает за ним, а затем встает и желает, чтобы он поспал еще немного после вчерашних событий, но Дилан говорит, что с ним все в порядке. Берон говорит Дилану, готовься, пойдем. Дилан говорит, но есть свадьба, если нам понадобится помощь. Но Берон отвечает, нам это не нужно, с этим справится сестра Кадер. Тем временем к ним приходит господин Кудрет и дает совет Барану, который уходит, говоря, что Ферат должен быть с теми, кто потерял один из своих грехов, но это все равно ваше решение. У госпожи Сабихи депрессия, она не ест, не пьет и не встает с постели. В особняке большая спешка к свадьбе. Пока Ферат ждет в саду особняка, слышны слова Дерии, и Ферату говорят, как я буду так жить. Пока госпожа Азади говорит, что Баран и Дилан не будут присутствовать на свадьбе, Дилан и Баран идут рука об руку. Когда Ферат говорит спасибо, Баран отвечает, и тебе спасибо, Макарабей, этого требует семья. Дилан оставляет их проверить кухню. Господин Кудрет тоже смотрит на Барана и уходит. Гуль приносит Дерье свадебный цветок, а Дерья смотрит на свадебное платье в зеркало. Когда он дает ей цветок розы и листья, Дерья ругает его, «Разве я не говорила тебе прийти и надеть мое ожерелье, ты всегда будешь под моим контролем». Господин Кудрет говорит Барану, что он расскажет вам, в кого застрелил Фикри, и Баран немедленно уходит, чтобы вернуться ко времени свадьбы. Роуз плачет в саду, и ситуация Ферата и Дерьи очень тревожна. Дилан приходит к ней и спрашивает, почему ты тогда сказала «да» Салиху. Не выходи замуж за того, кого не любишь. Гуль, мы сделали свой выбор. Ферат слышит Дерью и Салиха.
Пока дамы Ханифе смотрят на старые фотографии Джавдета и Дилана, Ханифе паникует, когда Цеври спрашивает, почему нет детских фотографий Дилана. Баран приходит к Фикре. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.